Это уже пипец как слышно. А, вон оно. Голенький Тигран, кто хотел увидеть? Что ты делаешь, Тигран? Не знаю. Он сам не знает, что он делает. Второй динамик. Клиенту машину отдавать через час, он вспомнил, что он попросил задние динамики снять. Всем привет, и снова необычный обзор. У нас я понял, каждая аудиосистема, она по-своему уникальна, поэтому мне кажется, что они все необычные. У нас сегодня опять SQ. Предыдущая машина, вот только мы снимали обзор, был Ford Explorer со SQ-шной аудиосистемой. Здесь SQ не простое, а, как сказать, Золотое. двойное. У нас всех компонентов по 2 установлено. Автомобиль еще уникален тем, что мы уже 4-е ателье, в которое он приехал. Не могли вот до нас довести аудиосистему до ума, и в принципе ее еще до ума доводить. Мы вам покажем, что было сделано в других ателье, что сделали мы. В нашем ателье были сделаны только передние подиумы в дверях. И сделана грамотная настройка. Настроена была система очень неправильно, из-за чего были сломаны передние мидбасы, у них были оторваны шайбы. Их починили, сделали правильную настройку. Сейчас аудиосистема играет очень качественно и очень, ну, не скажу, что очень громко, но для SQ-шной системы громкость очень внушительная, и запас я оставил сумасшедший, потому что, если честно, я не хочу там делать какой-то предел и говорить человеку, что вот слушай, вот это вот предел. На разных треках может по-разному себя повести аудиосистема. Компоненты все капризные, очень породистые, очень SQ-шные, и рисковать я бы ими не стал, они очень дорогие на самом деле. Поэтому аудиосистема где-то сейчас на 80% от своей максимальной громкости уже достаточно внушительно играет, без потери качества. Очень ровненькая ЧХ. Цену также я вывел, но с этим были трудности. Сейчас я вам об этом расскажу, почему они возникли. Давайте вначале ознакомимся со всей аудиосистемой, посмотрим, что делали до нас. Ни над кем смеяться мы не будем, достаточно качественно все сделано. Ну, есть небольшие косяки, мы вам сейчас их покажем. Начнем с моего любимого, мне он очень понравился. Что, ты стесняешься? Под капотом мы начинать не будем, потому что Тигран даже туда не заглядывал. Это у нас демонтировано с задних дверей. Были приклеенные динамики были. У нас здесь установлен в багажнике сабвуфер Audison. Очень мне понравилось, как играет. Это у нас серия Watch. Вот у нас такой же здесь лежит. Уникальная возможность вам показать. Очень похоже на Герц. Ну да. Так, Audison. Вот, Watch 10. вот такой вот сабик у нас стоит. И все бы ничего, но вот здесь фальш, которая закрывает стелс. То есть у нас стелс короб, он как бы это просто ящик, который закрывает фальш. А вот из чего сделана фальш, ребята, огромный вам респект. В Краснодаре кто это делал, это реально картон. Ну, я такого ни разу еще не видел. Это картонная. Картонная фальш. Ну, это не фальш даже панель, а как облицовочная панель вот этого стелс короба. Вот. Ну, на самом деле, отдадим должное, это играет хорошо и выглядит нормально, если не открывать ее. Ну, просто само осознание того, что она сделана из картона, немножко выбивает из колеи. Ну, возникает резонный вопрос, нахера мы вот это трахаемся с аудиосистемой Тигран? Взял картонку, вырезал, коровья нам обтянул. И это гениально на самом деле, да? Выглядит-то нормально. Нет, выглядит, я сейчас абсолютно серьезно. Выглядит это нормально. Служит точно так же. Возможно, там, ну, раскиснет, ну, со временем, но взял, да новую такую сделал. А ты дерешь людей деньги. Тут в лучших традициях SPL все, я бы сказал. Очень ответственно подошли к SQ-шной аудиосистеме. Ну так давай не надо докапываться, нормально сделано на самом деле. Вот зачем только смазано. А, это дублирован. Смазана масса на кузов. Он дублирован, да, они тут идут. Да. Нет, это 2 плюса и минус просто, а там минус сразу. Подожди, минус не идет назад, я так понял. Минус вот на кузов и все. Да. Тут только 2 плюса. Вот опять же. Человек приехал с Audison'ами Watch с K2 Power и
Почему в кузов? Нет, ну тоже, вот как бы это традиции там автозвука, это какие-то ноу-хау, это надо делать, но вот от этого хуже не будет. Здесь нет наводок и просадок по питанию тоже нет. Это в принципе нормально сделано. Если вот докопаться захочет Тигран и сказать, что там делают хуже, да? Там делают хуже, но ну, на самом деле можно и так делать, ничего страшного. Усилители под сиденьями установлены Gladden One 120.4, две штуки, слева и справа. Тут у нас тоже небольшой косячок. Я думаю, ты прикрути сейчас. Ну, он очень потерялся. Вот он. Короче, он просто на саморезах прикручен в пол. Вот это провал. Ну, то есть, если косяк с фальшью и с этим, это нормально. Ну, для ателье среднего уровня так можно делать. А ну, вот это недопустимо, это безопасность, это может сгореть усилитель, что-то замкнуть, и просто он звенит, болтается, это не очень хорошо. Ну и как, там фальшь какая-то деревянная должна быть или что, или просто в карпет вкрутили? Она есть, да. Они промазали. А ну покажи саморез сам. Вот он, они промазали. Его просто вкрутили в карпет. Ладно. Итак, к самому интересному. Самое интересное в этом автомобиле это фронт и головное устройство. Самое красивое. Мне, наверное, очень понравилось. Да, очень хорошо сделано посадочное место под 99-й Пионер. Отлично установлен магнитофон, очень здорово сделано. Хорошая перетяжка. Ты что скажешь, Тигран? Перетяжка хорошая. Да, тут весь салон, я так понял, да, перетянут. Это сбоку посмотреть немножко неровно. Это все сделано. Очень приятно сидеть в автомобиле. Вот, ну, мне очень нравится. На самом деле, ну, и сама Mazda классно сделан салон. И вот эта вот перетяжка вся в тему очень богато выглядит. Перетянуты и передние стойки в Алькантару, и потолок, и центральные стойки. Вот, и сделано назад. Ну, тыл сейчас не работает, это все отключено. Перенесли вперед. Да, да. И владелец аудиосистемы решил сделать следующую вещь. Он установил все в спарку. То есть он добавил еще один мидбас. Мидбасы у нас K2 Power. Он добавил вот здесь у нас установлена еще одна серединка и еще одна пищалка. Соответственно, у нас с каждой стороны всех компонентов по два. Две пищалки, два среднечастотника и два мидбаса. Среднечастотники и пищалки Audison. И мидбасы у нас Focal K2 Power. Очень здорово все это в сочетании с 99-м Пионером и двумя Mosconi Gladden играет. Начнем с того, что штатная аудиосистема у нас соединена с 99-м Пионером. Через него можно слушать радио и все, что вы запустите на штатной аудиосистеме, выводить через звук кастомный. По настройкам у нас 99-й Пионер это очень крутое устройство и пока без аналогов в этой цене. Именно потому, что оно полноценно рулит 4 полосами. Итак, давайте по порядку. Сабвуфер у нас порезан на 63 Гц, здесь ничего необычного. Мидбас мы порезали также на 63 и порядок не максимальный, 4. Таким образом у нас миды играют плотненько, громко, и здесь в принципе можно убирать на 80, если там какой-то трек с превышением хода на мидбасах. Сверху мидбасы доигрывают до 2,5 кГц, можно резать и дальше, в принципе нет необходимости, потому что дальше у нас третья полоса. Подхватывают от 630 Гц среднечастотники, которые тоже спарены, и они играют до 5 кГц. Твиттер у нас подхватывает 6,3, их также стоит 2, и Спарка нам дала, конечно, очень ощутимую прибавку в громкости, офигенный запас. То есть, если мы делаем на вот на 30-35 это уже запас, ну уже уровень где-то обычной нормальной SQ-шной аудиосистемы, когда, чтобы говорить друг с другом, нужно повышать голос. И максимум систему можно докручивать где-то. Я, к сожалению, не могу вам передать через микрофон, какое здесь звучание в салоне. Я сейчас признался в том, что я действительно слушал эту аудиосистему после настройки. Посидел, тут диск Yellow стоит.
владельца, он тут стоял, я по нему и настраивал. Вот покайфовал, несколько треков просто для удовольствия послушал. Если, ну, честно признаться, давно я вот SQ-шную систему ни громко не слушал ради удовольствия. В этой машине я удовольствие получил. Косяки, конечно, у нас из-за вот этой спарки, она нам дала громкость, но дала небольшой геморрой по АЧХ, с чем, в принципе, я легко справился. А вот сцена, вот этот твиттер левый, очень сильно локализуется, учитывая, что у него здесь стоит собрат. По сцену я по ним настраиваю, она где-то здесь выводится. И, в принципе, все бы ничего, но этот твиттер, он находится левее и ближе к слушателю, и он локализуется. Благо, 99-й Пионер нам дает возможность настройки поканально. То есть я могу настраивать уровень пищалок. Вот если я подержу правую крутилку нажатой, я смогу настраивать отдельно левую и правую пищалку. Убрав на 2 дБ уровень на левом твиттере, на левых твиттерах, да, в принципе, эта проблема решилась. Сцену довел там и вот эту пищалку, локализацию убрал. Получилась очень неплохая сцена. Конечно, гуру автозвука оспорят, возможно, и по звучанию, а тем более по видео скажут, так не делается, ребята, это спарка, это неправильно. Ну, вот по мне отлично получилось, и я бы на самом деле делал так же. Есть место, пихайте динамики. Потом Да, чем больше, тем лучше. настройкой потом разберетесь, много не мало. Вот косяк, когда вот такую аудиосистему трехполосную настраиваешь, вот тебе когда чего-то не хватает, вот тут ты уже ничего не сделаешь. Когда у тебя чего-то много, или перекос идет по сцене, это в принципе вот с такой башкой богатой, как 99-й Пионер, вы можете довести. И вот эта аудиосистема, для меня, по крайней мере, она звучит лучше многих SQ-шных там трехполосок, где по одному компоненту сказать. Пусть она будет звучать там более правильно, но здесь можно кайфануть, здесь можно дать больше громкости. И я действительно сегодня получил вот удовольствие от прослушивания этой аудиосистемы. Не скажу, что я не получаю его в других системах. Мне каждая система нравится, она интересная. Я там настроил, послушал трек 2. Вот здесь вот я именно сегодня посидел. Наверное, знаешь почему? Не потому что система играет, а потому что я приехал сегодня, смотрите на чем. Я приехал сегодня на тренажке, на ней не очень хорошо ездить, когда 36 градусов жара, особенно стоять в пробках. Может быть, да, может быть, просто я шучу, конечно, аудиосистема получилась отличная, и вот эти мелкие косяки по установке предыдущей доделать, и будет все круто. Вот она превращается в такую же богатую породистую аудиосистему. У нас какой-то такой хит-трик сразу приехал, Ford Explorer, да, с крутыми динамиками, сразу вслед за ним Mazda. Вот в последнее время балуют нас наши клиенты. Сейчас следом будет. Если бы они у нас еще только это все покупали, да? Ну да. То где-то купили, приехали. Ладно, я шучу. Вот. Я очень благодарен, когда покупают у нас в магазине. Ну, мы никогда не обижаемся. Следующий проект будет Toyota Camry. 4 25-х динамиков в двери. Драйвер. SQ-шных? Нет. Ну ладно, SQ-шных. Все, в принципе, про аудиосистему мы вам рассказали, показали. Остается послушать. К сожалению, диск тут стоит Yellow. Я хочу, чтобы вы послушали именно его. И я, во-первых, напоминаю, что никакой микрофон вам не передаст того звучания, которое здесь. Вы можете только примерное представление об этом иметь. И для этого должна быть у вас неплохая аудиосистема дома или наушники, или в машине, где вы слушаете по видео. Вы можете просто получить представление. Не надо думать, что вот как вы слышите, так она здесь и играет. Прослушку я залью на второй канал. Конечно же, группа Yellow защищена, все их треки защищены авторскими правами, поэтому в любом случае это видео будет закрыто к просмотру на мобильных устройствах. Ну, вот малой кровью на втором канале мы отделываемся, поэтому если вы хотите послушать, переходите на наш второй канал Loud Sound 2, там будет залита прослушка пару треков с этой аудиосистемы. Конечно, вам, наверное, мало сегодняшнего обзора, поэтому мы сейчас поедем с Тиграном, посмотрим, что делать с моей бэхой. Это еще один обзор у нас скоро будет, сюрприз такой небольшой. Будем восстанавливаем BMW мою. Сейчас поедем посмотрим, что там, и повалим по дороге чуть-чуть.
Валит, Тигран? Да что не валит. Тихо как-то уже. Тиграну тихо. Она после Хаммера вообще сидишь спокойно, слушаешь, как радио. Как радио. Как из Киева. Надо окно закрыть, ну тогда лобовое вылетает сразу. Не надо так нормально. Бля, не вижу вообще ни. Ты на красный поехал. Почему на красный? На стрелка зеленая. Была. Я сейчас хер смог повернуть налево, потому что в зеркало, когда бас валит. О, этот, слышишь? Да, это он. Сняли. Вкладывать главное. Что ты снимаешь? Нас. Да вот тут что это за видео? А что снимать, скажи? А вот что с Бэхой происходит. Это мы находимся у Максима, GMA Detailing. Вон Макс трудится. Тигран, что ты думаешь? Сейчас проверим. Мы ничего пока вам говорить не будем, что с Бэхой делают. Вот. Позже будет обзор подробный, как дать вторую жизнь автомобилю 5-годовалому. И покажем вам все подробно. А пока вот такая небольшая интрига. Он реально с котом разговаривает, по-моему. А что тебе не нравится? Это они так установлены, что ли? Приклеены? Да. Ну, нормально. Держались же, пока ты не залез, не оторвались.